Кредитное рабство. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Игры Человеков. Сегодня поговорим про кредитное рабство. Проблема закредитованности населения нашей страны с каждым днем встает все больше и больше. Задумайтесь сами. Если раньше, когда-то, давным-давно, понятие кредит было в новинку и ассоциировалось с чем-то модным, то что же сейчас происходит? Я, к примеру, когда-то и сам очень сильно хотел, чтобы у меня были кредиты. По моему мнению, в то время это казалось чем-то солидным. Мол, если у тебя есть кредиты, значит есть кредитная история, и ты являешься более надежным в социальном плане человеком. Как нет? Если уж такие серьезные организации, как банк, тебе доверяют, то и твой портрет среди людей становится более ярким, насыщенным, жизнь кипит. Но все это было иллюзией. Кредит. Все-таки я считаю, и это мое личное субъективное мнение, что кредит – это зло. Сейчас я теперь это точно понимаю и хочу, чтобы как можно больше людей это осознало. Чтобы ни при каких обстоятельствах, совсем ни при каких, не влезать в эту кабалу, ибо расплата за это суровая. В нашей стране кредиты, я не могу сказать, что они цивилизованные. В цивилизованных странах, да, кредиты даются банками, берутся население под 1-2% в год. В нашей же стране 20% годовых. Это суровая реальность. По последним данным Росстата, закредитованность населения нашей страны приблизилась к отметке в 30 миллиардов рублей. Вы только задумайтесь. Честно говоря, я даже не могу себе эту цифру представить, но данные таковы. 2/3 россиян погрязли в кредитном рабстве и, по-видимому, не до конца понимают, как из него выйти. И я обращу ваше внимание, дорогие мои друзья, что 30 миллиардов рублей – это кредиты наличными. Да? Если мы сейчас начнем разговаривать про триллионы рублей, про которые мы по телевизору постоянно слышим, то это, конечно же, ипотека. Ипотека, конечно, тоже по дичи просто проценты. В цивилизованных странах это 1-2%. У нас за 10 взял и доволен. Дело в том, что я уверен, что у каждого начиналось все приблизительно одинаково. Взяли небольшую сумму и, осознав все удобства кредита, внезапно поняли, что можно и даже нужно позволить себе больше. Далее понеслось по накатанному сценарию. Берем, отдаем, лакшери, жизнь входит в привычку. Дальше снова берем и снова отдаем, не замечая и не задумываясь, что суммы становятся все больше и больше. Потом кризис. Здесь стоит отметить, что кризис – понятие растяжимое, и у каждого человека он разный. У кого-то собака заболела, а кого-то с работы уволили. Так вот, при наступлении этого кризиса у человека, как ни крути, появляется первая просрочка. Это как первая сигарета, кто знает, тот поймет. И вот, после первой просрочки начисляется какой-то там непонятный штраф, какие-то другие проценты, на которые совсем никто не договаривался. Но и это все мелочь. До поры до времени мы все погасим. А ситуация тем временем только накаляется. Жизнь-то в то же время нужно детей кормить, самому кушать, родственникам помогать, квартплату платить и так далее и тому подобное. А кредитный долг тем временем незаметно, но растет. А еще звонки из других банков. Какая прелесть! Они всегда предлагают гораздо более лучшие условия и, как вариант, предлагают перекредитоваться. Вот он выход. Но нет, это как бесплатный сыр. Но шанс есть шанс, и большинство все-таки соглашаются. И вот, новый кредит, а значит, новые друзья, а проблемы тем временем никуда не делись. Вот как-то не сложилось в нашей стране такое, чтобы раз и все исправилось. Не получается так почему-то.
И уже привыкают люди к звонкам из банков, к коллекторам, к постоянному ощущению долга. И вот уже более 2/3 населения нашей Родины находится в кредитном рабстве, когда все близкие, родные и знакомые об этом знают, и каждый со своей колокольни понимает, что участь эта может каждого настичь. И права древняя поговорка про то, что от сумы не зарекайся. Ловушка универсальная. Что делать? Да это вечный вопрос. Успокаивает здесь лишь только то, что каждый третий в нашей стране кредитов не имеет. Берегите себя и своих близких, подписывайтесь на канал. Спасибо.